А вы мне очень много спамили про нашего хорошего друга Асату, да? Он же Марат Борода, он же величайший. У него вышел интересный видеоролик Е6,3 AMG S, точнее Е6,3S. Помнится мне, у одного стримера, мой знакомый, как-то была эта машина, да. Да, эмоций она приносила очень мало. А если быть точнее, очень много. Просто потому, что всегда было очень страшно. Мне очень интересно, что он скажет. Подписывайтесь обязательно на Асату. Ссылочку оставлю внизу в описании. От меня огромный пламенный привет. Никак не доеду до тебя, брат. Сейчас перееду. Все, у меня финальная точка переезда. И вот точно, сука, приеду. Да, я приеду. Потому что никак я то одно, то второе, то пятое, то десятое. Он меня уже зовет уже с зимы, между прочим. А я все вот сейчас. Раз переезд. Я почти уже переехал. 2 недели максимум осталось. Всем приятного просмотра. Спасибо за лайки. Это что, мат? Или ёб твою мать? Вай, Скажу от себя, что она приносила потрясающие эмоции, эта машина. Всегда. Сколько она у меня была, всегда она приносила просто колоссальные эмоции. Какая роскошь. Какие диски. Всем салам алейкум, ребят, здорово, братцы. Вы на канале Асата Channel, и с вами я, как всегда, Марат Борода Колиев. У меня за спиной очень сладкий автомобиль, по мнению хозяина этого авто, потому что хозяин этой тачки максимальный кондитер. Кондитер в 3-м поколении. Ешка 63, сука, эска на полном приводе. Спасибо ребятам, которые нам ее пригнали. Это тачка с Дагестана. На вот флаге Дагестана надо, вот, что у вас там, пацаны, на флаге? Орел, вот орла попросить выехать и загнать туда Ешку 63. А вариант Орлуна, короче, на крыле 63С. Чтобы он, короче, вот когда вот он взлетал, и у него вот где у него шил 63С, его в ту сторону сильнее тянуло. Шильник, BMW сорта достань, не слышно. BMW сорта достань, не слышно. Интересно, приколимся. Грамм не готовился, чистый экспромт. Поехали. Я сейчас это сказал, как кто? Как очень успешный блогер. Ешка смотрится со всех сторон просто прекрасно. В любом цвете. Есть кузова, которым цвет не идет. Белый — это, наверное, самый безликий цвет, в котором линии теряются. Она была белого цвета, ребята ее обклеили хорошей такой пленкой. У человека фетиш на фиолетовый. Она, знаете, у меня у друга просто, да, вот как раз тоже был белый цвет, и он терялся. Честно, он терялся. Знаете, она вот когда в потоке идет, по городу там едешь, она как бы теряется. Это очень интересная машина. Она вроде бы ничем не выделяется. То есть она просто спокойно плывет. Знаете, так, она так буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль, так потихонечку она такая, знаете, вот. Она такая прям, просто плывет. Но стоит нажать волшебным пальцем, улыбальцем несколько кнопочек, буквально одну, и как-то совершенно внезапно все с домов, соседних машин, просто проходящие мимо люди, они как-то совершенно внезапно начинают оборачиваться. Не внезапно просто. Она, знаете, она такая, она из спокойной более-менее машины превращается во что-то очень страшное и абсолютно просто, просто безумное. Я не знаю, сколько сейчас в новой Ешке, именно в новой, которая вышла. Той было, если я не ошибаюсь, 612 лошадиных сил стоковых, то есть с завода. Просто как бы 612. А почему бы и да. Когда в свое время я заехал в техцентр Мерседеса в Твери, вышел механик, он говорит, слушай, он говорит, ты маслица. И вообще, ты почаще ко мне заезжай с этой машиной, ты на ней как ездишь? Я говорю,
Ну, не я, в смысле, товарищ, да, мой, да, оговорился, да. Я говорю, вот она как бы вот едет, да, и она едет, мне кажется, у нее на спидометре 0, потом 100, а потом ад. То есть она туда, у нее стрелка туда, 328, она туда загибается, и мне такое ощущение, она туда по второму кругу хочет, понимаешь, туда, она выгнуть еще хочет туда. И, знаете, тоже кореш рассказывал, у него был момент на дороге, когда, в принципе, на этой машине можно с дальним светом постоянно ехать, чтобы тебя всегда видели. Потому что приближается она с такой скоростью к транспорту, к другому, в потоке, что людям ты даже не можешь предъявить, а что ты не отъехал. То есть там поморгаешь, ему не моргаешь. Ты понимаешь, что чисто физически люди не могут понять, то есть человек, вот, да, я говорю, ты совсем дурной, вот, фурщику, да, он говорит, ты понимаешь, я посмотрел перед тем, как перестроиться, стеклышко заднего вида, там где-то я вижу, что едет машина, но она очень далеко. Я, говорит, перестроиться не успел, а ты уже он уже он здесь. И у нее так забавно, знаешь, получается, я говорю, а как ты понял? Он говорит, а ты знаешь, ты вот когда вот на тормоз жмешь, и там звук такой, вот такой вот звук. Очень страшно, очень интересно. Да, пойдемте Это дальше. его брендовый цвет, так скажем, у него своя кондитерка. Инсту здесь где-нибудь оставим. Сладкоежки. Сладкоежи. Смотрится очень красиво, необычно, ярко. Как попкорн в микроволновке. Туристовый. Жопа красивая, угловатая, есть что такое, да? Симпатично. 12-й рест мне в оптике нравился намного больше. Он агрессивнее смотрится. Рест более красивый такой, нежный. Он его, короче, даже нежным его тоже нельзя назвать. 63-й бампер, он прям вот агрессивный. 13-й еще сильнее сгладили, дали агрессию обвесами. Плюс-минус они где-то вот, схожи. Спереди он красив, но когда ты отходишь вот сюда, здесь ты можешь сказать, что он чертовски красив. Раздвоенный выхлоп, вот этот вот спойлерок, оптика, просто ночью она красиво смотрится. Да. И знаете, в чем прикол этого кузова? Чисто внешне. Мне кажется, именно вот этот кузов всем к лицу. Вот в нем потеряли, короче, вот эту грань, когда ты мог сказать, что вот эта машина тебе к лицу, или эта машина к тебе не к лицу. Ешка в 13-м кузове к лицу всем. Вот начиная от какого-то ханыги, у которого есть бабки, заканчивая каким-нибудь тиктокером, условно. Этих тоже будем брать. Ну, тех самых. Ну, про которых говорить нельзя. Вот, которые вот такие, вот, знаешь. Он не идет, а плывет. Смотришь, у него межбулье его, у него там река поместится. Тачка смотрится реально абсолютно все. Как девушке, парню, студенту, уверенному в себе мужчине. Тачка под всех. И она не Химках, она которая, небольшая. Да. Она не вышла за рамки Е-класса, типа ее габариту. Но внутри она намного комфортнее, намного роскошнее. Естественно, это время. Но внутри, когда ты садишься, она прям не маленькая. Я бы купил бы себе. Уже второй Мерседес, который бы я себе купил. И еще Цешка мне 63-я понравилась. 8-ступенчатая, по-моему, коробка передач. Двигатель 4 литра, 2 турбокомпрессора. Полный привод и вот эта буковка S. В 222-м, что мне не нравится на S-купе и что мне не нравится в этой Ешке, это ее диски. Вот не нравятся они мне. Они, может быть, как-то смотрятся, но такое ощущение, как будто это не от нее. Они похожи, знаешь, на докатки. Ну, вот был же, помнишь, фетиш? Найдешь, забьешь, загугли на интерес, выкини. Давай уже не будем говорить загугли, давай будем говорить за Яндексе. Сходи в библиотеку, подними архивы. Сходи в библиотеку, подними архивы. Зайди вот угол Церетели и Димитрова. Там библиотека научная, 3-й этаж, область фантастики. И найди там. Не там, а там. Да никакого хуя там. Тама. Найди там книгу «Как дегорцы начинали мир». Я так-то гибкий и начитанный парень, братуха. Ну, гибкий в первую очередь. У нас каждый второй 55-й очкарик ездил на докатках. Вообще просто страшнейшее. Я не спорю ни с чьими вкусами, конечно, это дело житейское, но как по мне, ездить на докатках мега уебищно. Ой.
Ой, какая выхлоп. Какая фиолетовая машинка. Ой, бля. А давай теперь ближе к обзору. Первое впечатление, когда вы сюда садитесь, это вау. Вот это... Не-не-не-не, там первое впечатление именно вот то, что ты первое сказал. И это впечатление, оно всегда. Как бы ты ни ехал, что бы ты ни делал, всегда вот это, ой, бля, вот это вот, да. Все начинает бить в глаза, вот этот шик, блеск, вот эта роскошь. Когда она начинает бить в глаза, ты понимаешь, что это охуеть. Ой, что за по кайфу на ней ехать. Поддержка как сильно выравнивает. Звук приятный, по кайфный. Едем сейчас на комфорте. Вот, у тачки стейдж 1, слабенький стейдж, ну и пайпы. По сути, она около сток. Хорошо. Стейдж 1. Хорошо. На комфорте. Режим комфорт, да, он именно дает тебе это прям выражение, этот режим комфорт. Она едет, она набирает, но вот этот комфорт сразу же вот он чувствуется, и вот какой-то облом. Вроде бы и звук как бы есть такой, скажем, характерный, да, АМГшный. Но подвеска на комфорте настолько, ну, навязчиво, неприятно работает, ну вот под этот звук, что тебе немножко на самом деле некомфортно. Только стоит в спорт переключить, и все, и подвеска по-другому, тачка абсолютно, стала да. по-другому вести себя. То есть, ну, и здесь вот сразу надо понимать, что покупая такой автомобиль, вы сразу забываете о режиме комфорт. Поэтому на ней, ах, какой звук, отстрелы. Хочу сказать то, что ездил очень много раз на ней до Москвы спокойно. Блядь, серьезно, спокойно ездил. То есть, знаешь, в таком 130, по платочке, круиз-контроль, все хорошо. На ней можно ездить спокойно. И она приятная. Мне, ну, больше серьезно, говорить не неприятно ездить с таким звуком, с такой тягой на режиме комфорт. Хорош! Постоянный полный привод. Не постоянно, он отключаемый. Многие почему-то, и я в том числе, думал, что S это задний привод. Но до меня донесли, что, короче, S это полный привод. Здесь он отключаемый, но опять же после какой-то определенной скорости или после третьей передачи он автоматически подключаемый, потому что на третьей передаче, если ты будешь боком ебашить, будет очень хуево. Мощей хватает, интересно, она едет. Смотри. Опа! Ух, сучка, смотри. Какая она интересная, да? Ну почему ты на ГТшке так не ездил? Как? Вот так. Вот так, потому Да, что... ты как пенсионер ездил. Она Я как тебе, удобная. я тебе объясню, потому что ГТшка это машина трековая, она должна ездить по идеально отмеренному асфальту. Это не машина вот для этих рельс. И как только ты поездишь на ГТшке по городу, ты к вечеру устанешь. Здесь твое тело так не устает. И негде раскрыть эту ГТшку, негде понять эту машину. Просто негде. Это машина другого класса. Кто бы еще ни говорил, там Конечно. Mercedes, BMW там и так далее, обе тачки п***тые. Я не говорю, что Mercedes это конченная машина. Это просто интересные споры, которые длятся очень долгое время. Подскажешь, как поставить, да? Сходка, да, это же мерсовская сходка. Я вот около этой цешки 63-й поставлю тачку. А чё, Макара нету, пацаны? Смотри, что замеренные стоят, братан. Вот эта цешка, две ешки и вот это, 221 АМГ, 63-й. Вот такая вот у них скучная сходка, что я могу сделать? Это 4.7 битурбо. Честно, пацаны, я думаю, вы все отнесетесь к этому с юмором, потому что мы же все одинаково любим машины. Кто-то просто любит машины, а кто-то мусорные баки. Поэтому поехали дальше. Легендарные кузова. Легендарные. Меня въебут. Там, наверное, в Не комментариях могу просто... я вас не подбать. Ну не могу. Может, многие... Да, ага, сейчас. Думаешь, это так легко сделать? Да они нас пропустят, я тебе говорю. Ты просто сейчас повернул идеально. Включил направо поворотник, повернул налево.
А это все из-за тебя. Вот я сейчас поехал как БМВшник на Мерседесе. Поворотник включил направо, а повернул налево. И это, конечно, бабий магнит. Это 100 миллионов процентов бабий магнит. Железно. Мне сейчас здесь очень комфортно. Я себя чувствую Это просто железно, прекрасно в салоне этого автомобиля. И говорит о том, что это дорого, говорит о том, что это ну вот в натуре кайфово, все, что находится вокруг тебя. Абсолютно все. То есть карбон, алькантара, руль поменяли, он, кстати, стоит от GT-шки. Какие моменты здесь не работают, но это шьется. Сука, посмотри, что она делает, а! Ай, блядь, какая она веселая! Она очень веселая. Охуеть! Просто, а это всего лишь спорт, это не спорт плюс. Сейчас я обосраться Спорт плюс, там звук просто... здесь должен, если я это включу. Сейчас спорт плюс, рейс. Звук меняется сразу. Сразу, да. Но видео не передает звука. Ебать она, блядь, набирает, а? Ух, сука, у меня аж хуй встал. Как она вот Да, заставляет... кстати, да, на этой машине всегда, когда ездишь, всегда стояк. Всегда стояк! Всегда. Вообще 200%. То есть это вот, знаете, как нормальное состояние водителя в этой машине. То есть его... Да. Мышцы сжаться вот так просто. Вот анус аж вот каменный стал. Я сейчас жопой мог лом перекусить. Выходит хорошо. Поддержка это сильно поправляет. Дает уверенности. Она тебя прижимает чуть. Асфальт просто ровный. Это 90% кайфа вашего. Любая неровность будет передаваться на вас, и вы будете терять вот этот кайф. Надо на будильник себе поставить. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажи... Специальный блок. Я, говорит, не успел, говорит, их заказать. Хочешь, говорит, скажи, говорит, твое право. Я знаете, что хочу сказать? Естественно, эта машина дорогая в обслуживании. Это в первую очередь. Цена ее сейчас на вторичном рынке от, там, я не знаю, наверное, 4,5 миллионов. Ну, наверное, в таком более уставшем, наверное, состоянии. Это очень дорогая тачка в обслуживании. Ну, не могут на нем ездить, на этой тачке ездить обычные такие граждане, да. И многие люди, которые плюс-минус имеют какой-никакой достаток, они не покупают себе эту машину, потому что... Ну, смотрите, по поводу расхода бензина я говорить не буду. Там сотый, у меня такое ощущение, там, знаешь, кто-то сливает рядом, всегда едет. То есть, ну, там просто забейте. Там стрелка прям реально на глазах падает. Это если валить. Опять же, если ты на ней наваливаешь, то есть прям вот наваливаешь, как бы они это не афишируют, но вообще, то есть если ты просто вот прям дуешь на ней, где-то раз в 3000 километров ты на ней меняешь масло. Масло там, оно необычное с магазина. Там есть свое масло у нее, которое надо также заказывать, также там туда вливается, я не помню сколько литров, но там просто, там, ну, маслица будет выжираться, я не знаю в каких количествах. То есть смотреть на пробег у этой тачки, там 10-15 тысяч километров, не думайте, что это обкатка у этой машины. Это может быть машина удроченная просто в хламину. Просто она, я не знаю, она, блядь, жизнь повидавшая. То есть у нее нагрузки просто колоссальные у этой тачки. Поэтому он правильно абсолютно говорит, она требует постоянного обслуживания, даже новая машина, за ней надо очень жестко смотреть, и ее надо прям, она любит именно, чтобы в нее прям рулилась бабки, то есть вообще бесконечно туда. Ну это дорого, содержать такую тачку дорого. Во-первых, потому что эта машина не вынимая берет в рот. Как бы ты спокойно не ездил, этой машине ты будешь давать. Кто-то дает и смотрит, следит, а кто-то дает и ему... Не сыпется только ебучая повозка неинтересная, вот которая возит тебя, твое тело. Все тачки сыпятся. А тачки, которые дают немерено удовольствие, они сыпятся. Машины, которые дают вот такие эмоции,
вот такие неподдельные, настоящие, крутые, человеческие, живые эмоции, они должны ломаться. Они поэтому и ломаются, потому что вы от них получаете соки. По факту, И да. обижаться на то, что эта машина где-то ломучая, да, так не покупай, если она для тебя ломучая. Но машина, что бы я ни говорил, очень крута. Ага. Во, санблоки, о которых он говорил. Блядь, эти Мерседесы, что за хуйня? Набери ему, пусть приедет, заберет свою машину. Санблоки, блядь, у нее. Фу, давай, набери ему, пусть заберет свою машину. Он, наверное, так думал, чем будет, да. Почему все думают, что я все хуйсошу? Все я хуйсошу. Люди, которые меня один раз посмотрели, 2 раза увидели, что я массу основную обхуйсил, думают, что я теперь все хуйсошу. И вот переключение чувствуешь? Тут вот оно, вот он Постоянно, да. вот ему хочется, блядь, вот съебаться из-под тебя. Звук вообще жесткий. Тормоза, кстати, Тан, ну, тан. может, они уже поработали, но что-то как будто есть какой-то нехват. Тормоза, по крайней мере, у меня были процентов на 15, может быть, вообще вся тормозная система изношена. Когда я ее брал, я брал ее с пробегом, по-моему, 6000 километров. За ней ухаживали, за ней смотрели, то есть я понимал, что я беру. И, ну, я вам так скажу, за сезон, ну, конечно, подустают они. Потому что если херачить, оттормаживаться, допустим, с 30-0, да, постоянно, то есть часто, допустим, если ты по платке там где-то гоняешь, понятно, что ты в городе эту скорость никто развивать не будет, то, конечно, это такое. Это такое. Но, как и говорил, она просит не вложений. Аж у меня вот здесь все сжалось. Тормозим. Не безобразничаем. Разворачиваемся. Мы порядочные нарушители. Стараюсь оттормаживать, ну, я А у привык к знакомого, тому, да? что Оговорился. у нас в Осетии чуть-чуть не по правилам люди все-таки ездят, они стараются, то есть надо быть участником дорожного движения. Человек не может знать, что будет делать вот этот тип на априори условно, потому что он может высунуться нахуй с окна с телефоном и ногой держать руль и кричать: «У, борода!» Я когда женщин вижу, понял, я стараюсь... 60 не 60 вызывать, все потому видели. что они ж проклинать умеют. Я тебе серьезно говорю, в смысле без прикола. У них вот прям на глазах вижу, чтоб ты разбился, тварь. Амал, урод, ублюдок, как бы. Вот прям в глазах бывает видно, что-то она тебя проклинает. Поэтому, когда я вижу женщину еще такую, которая... Нет, звук там На шикарный. лице видно, что она сегодняшним днем недовольна, не жизнью в целом, а вот как минимум сегодняшним днем, я стараюсь тихо проехать. Потому что просто иногда действует их проклятие. Ее знаешь, что по приколу? Ее когда заводишь, ее когда, короче, только заводишь, я знаешь, сколько думал, где машину эту ставить, чтобы просто мне какой-нибудь кирпич или вазу какую-нибудь не скинули. Ее заводишь, у нее звук, блядь, первые секунд, наверное, 20-30, там просто, там вот... То есть у меня такое ощущение, машина стоит и ждет, когда кто-нибудь в окно выглянет и скажет: нормально. Доброе утро, ёпта. Вот, поэтому я сразу всегда старался отъехать от жилого сектора. Очень страшно, очень-очень страшно. Можно приколоться, но оно, наверное, более комфортное, знаешь, такое управление. Ну, на нем комфортно быстро Ну да, поездить. Не испытываешь ты вот этого драйва, когда у тебя литой руль, каждое твое действие руки на колеса, что передавалось, есть какая-то некая пустота. Вот на спорте по городу, с учетом того, что тебе где-то надо Не соглашусь. Миллиард было тачек разных, не соглашусь. Может быть, из-за руля. Могу ошибаться, если что, пацаны, без обид. Но отклик у нее был у руля просто шикарный. На дефолт руле, конечно. тормозиться, где-то надо ямку объехать, где-то еще что-то. Спорт плюс с натяжкой прям, вот если более-менее есть какие-то дороги хорошие. А так, спорт, ништяк, комфортно, так расслабленно. В принципе, даже, наверное, в стоке, ну, ее будет хватать. Все, что дальше, это будет
нещадно быстро приводить к тому, что ресурс этого будет сокращаться в Конечно. любом случае. Но и есть такие моменты, как неправильный стейдж, который потом убивает просто моторы. Бля. Просто прогорел поршень и все. Пробег, блядь, в этом автомобиле, сука, где посмотреть? Ну вот это меня бесит в новых автомобилях. Это не потому, что я тупой, а потому что, блядь, нахуя это прятать прям так далеко. Лех, что Ешка, ты не можешь, сука, себе Ешка или X7? Ешка, конечно. понять, где у нее По душе или Ешка? пробег. 110 тысяч. X7 он пустой. Тачка 17-го года. 110 тысяч, Он, вот это вот так все уже без на души. ротару взяло. 110 тысяч, серьезно? Вот это уже треснуло. Так, в принципе, салон, видно, что машину не убивают. Не могу ничего Она, сказать. более или менее нормальная, такая чистенькая. Пацаны ухаживают за ней. Ну, есть как бы деньги. Вот мне интересно, за 110 тысяч сколько они туда втулили? И с чем сталкивались уже, если один хозяин? Очень интересно. Прям искренне, реально интересно. Он за ней следит. Ну, если, блядь, это вот так, то хз, конечно. Вот здесь кожа уже вообще стала, видишь, блестящая, бля. Ну, видно. Она уже народ уберет, короче, бля. Хрен. По рулю уже не скажешь, конечно, потому что это не от нее, но панорама. Ну, вот что говорить за салон? Музыка Егермейстер, ой, это бургомистер. Музыка бургомистер, которая играет пиздец, в смысле как. Вообще, очень крутой салон. Давай будем честны и открыты. Мне салон по Очень кайфу, мне тоже комфортный нравится салон. Но единственное, когда едешь, замечаешь, что пластик, ты почувствовал, что шум уже все-таки не тот. Мерседес уже не тот. Все равно он едет как дешевый, сука, кореец. BMW, скорее всего, уже такая же. Эти машины в любом случае не стоят тех денег, которые за них просят изначально. Просто бренд. Вот они на этом и выезжают. Ну, а Ну, так здесь чувствуется, соглашусь. салон прям разболтался. Из модели в модель Мерседесу и вообще другим автомобильным, так скажем, лидерам надо подтверждать. Потому что посмотрите, что сейчас происходит. Сейчас просто идет бешеный передел. Азиатский рынок просто рвет все, что он может рвать. И этим о чем я и акулам надо говорил. что-то противопоставлять. То есть нет возможности уже не считаться с китайщиной. Ну поймите, не потому, что я там хвалю, там еще что-то. Нет, вы просто реально посмотрите, что происходит. И ты вроде бы факту смотришь, всё говорит. тачка, она дорогая, в салоне все очень круто. Вроде бы все отшито кожей, вроде бы есть строчка, но где-то ты находишь, что эта строчка там условно не настолько прямая, какая она должна быть. Не то, что Это какая, есть, как да. бы тебе хотелось ее видеть, нет, какая она должна быть. Вот, но машина едет, машина ебашит, она тебе дает удовольствие, маркетологи поработали. Эмоции железно дают. Все круто. Все, машину покупают, и никто не имеет сомнений в этом, потому что любители есть любители. И это все глотается, а человек, у которого есть бабки, ну ему условно похую, что там со строчкой. Он настейджевал и 17-й стейдж, поставил форсунги 175-й ревизии от Волги, закинул им метанол, пропан, метан, бутан, цианис, текалий, мышьяк, все, что можно поставить, все поставил. Покайфовал, поездил, получил Бля. свое, выжил сок и продал. Купил новую модель. Громкая факту. машина – это одно из важнейших вот составляющих понта. Дорогого, хорошего, качественного понта. Потому что когда твоя машина звучит громко и с характером, тебя слышно, и тебя, ох, ёб твою мать, смотри, я, блядь, напоролся, блядь, сразу, да, остановлюсь, блядь. А, нет? Ну, хуй с ним. Все-таки остановиться. Нет, он специально, значит, отвернулся. Типа тебя не заметил, а ты решил остановиться. Ну, а что поделать? Ну, пойди поздоровайся. Да, а что делать? Пойду поздороваюсь. И сразу скажу, извините, пацаны, пожалуйста. Вот, ну, я решил подойти на хатер, мам, на эконом, ради бога, блядь, клянусь. Да, и нам надо уебывать. Просто Ля, сука, какой отбит. Бля, у меня здесь недавно была тема, тоже гайцы остановили первый бат. Причем я не знал, кто это. То есть, может, новенький, может, еще кто-то. Может, я просто на него не попадал здесь у нас в городе.
Он, короче, останавливает. Ну, я прям рядышком остановился. То есть я всегда проезжаю немножечко, останавливаюсь, да, ну, чтобы не мешать движению, ничего. Я что-то замешкался с документами. Я документы раз, и он у двери стоит. Типа, ну, думал, я, наверное, окно буду опускать. Я говорю, дай выйду. Выхожу, он такой на меня посмотрел. Я говорю, доброго вечера. Прям вот реально с такой интонацией. Он так на меня посмотрел. Все нормально? Я говорю, заебись. Он говорит, езжай тогда, блядь. Блядь, я не знаю, это какой-то вообще... Причем, знаешь, такое все нормально? Такое, нормально? Нормально. Нормально? Нормально. Ну ладно, блядь. Все, конец. Приколисты, блядь. Люди, которые сейчас стояли, блядь, вышел. Опа, опачки. Вышел такой, посмотрел, пацаны на меня посмотрели, я говорю, не, нам надо уебать. Типы услышали, охуели, заржали. Шумно уебываем. А я свой собственный покой потерял. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы. Где-то прикололись, поглумились, поприкалывались, там, может, где-то потянули за ваши нежные стринговые струночки. Я люблю это делать, потому что я люблю вызывать эмоцию. Эмоция дает человеку жизнь, ребят. Сейчас многие опять будут из вас писать, вот опять ничего там условно про машину, там еще что-то. Постарайтесь привыкнуть уже к тому, что на этом канале ни о какой техничке не говорят, потому что на этом канале душою любят машины, и за техничку в принципе нет интереса. Для этого есть очень крутой парень Ильдар, поэтому его прям очень интересно смотреть. Технарям, пожалуйста, все туда. У меня про машины мурчат. Вот так. Не жужжат, прошу заметить, а мурчат. По-французски лямур, тужур. Тачка непосредственно четкая. А я бы сказал, клубника бомба, честно говоря. Тачка четкая, честно, серьезно. Мне понравилось. Есть в ней харизма, есть в ней... Она очень крутая. Даст. Это я в обзоре много раз это сказал. И самое главное, пацаны, напоследок хочу, знаете, что сказать. Спасибо, что вы со мной. Спасибо за то, что тратите на нас время. Спасибо Надо за то, лайкос что завести, даете блядь, нам забыл. время для Забыл, того, чтобы мы забыл, каюсь. работали для вас. Забыл. Подписывайтесь на мой канал. И не ставьте мне лайки. Ура! Разгружайте мне до хуя дизлайков. И не забывайте, Асата Channel в деле до конца, до талого. Ну и Мерса, знаете, что хочу сказать? Мерсоводы, родные, братские мои сердца. Я вас всех обожаю. Просто потому, что просто вы свои. Давайте, братцы, стукнемся. Обнял. Огромное спасибо за вот этот обзор. Я, знаете, немножко даже как-то этого звука, я его давно очень просто не слышал. Они редко мне очень вообще попадаются. Редкие, очень, очень редкие машины. Прям, ну вот я их вижу, наверное, только когда в Москву еду, и то прям вот редко. Цешки больше попадаются, ешки. И вы знаете, вот этот звук, он прям заставил меня улыбаться, за что, конечно, спасибо.